новости этого дня. Ну вот, кстати говоря, все получили урок, и все сегодня наблюдательные люди имели возможность понять, что тому, кто побоялся плюнуть в лицо преступной власти, рано или поздно придется побегать со своим порванным пополам ребенком, по развалинам как своего дома, так и домов соседских. У меня очень много в телеграм-канале самого свежего, самого страшного, самого отчетливого материала из Газы и из того, что там происходит. И любой здравомыслящий человек, по идее, видя это, должен сделать вывод, что трусость – это может быть очень комфортное состояние, но это очень дорого обходится. И тот, кто считает, что штраф за антивоенный пост или даже срок, или иноагентское клеймо на лоб, это очень страшно, потому что это ломает жизнь. Вот пусть сегодня заглянет в Газу. Там он узнает, что такое страшно и во что рано или поздно обходится молчание, робость, застенчивость. И рассмотрев сегодня руины Газы, каждый поймет, чем и как придется заплатить за кретина президента, за шизофренические законы, за преступную думу, за молчание о людоедстве режима, о войне и о подлости. Интернет, который сегодня тонет в крови, тонет, но при этом дает великий урок. Боюсь, кстати, что этот урок воспринят не будет. Но не поняли же любители русского фашизма уроки Берлина. А в Газе, да, в Газе сегодня реальный ад. Демонстрация того, во что целому народу обошлась ошибочка в выборе власти. И тут возникает вечный и, кстати говоря, абсолютно дурацкий вопрос. Должен ли потом народ страдать из-за кретина президента, который живет в своих галлюцинациях и начинает войну? Вопрос вечный. И вопрос при этом совершенно праздный. Должен народ страдать, не должен народ страдать, он будет страдать. И кровью обливаться и умываться будет именно он, народ. И бетонной пылью от дома своего именно он посыпет свою главу, этот народ. А вот этот вздор про то, что народ ни за что не отвечает. Нет, он именно отвечает, очень даже отвечает, да еще именно народ и расхлебывает. Ладно, вот это вот расплата народа за преступность власти, расплата народа за свою трусость, когда народ терпит преступную власть. Ладно, мы помним про то, что Хамас был избран, причем избран абсолютно примерно с теми же результатами и с той же цифирью, как избирается всегда Единая Россия. Ладно, там вот это вот одно неосторожное движение в урну, в конце концов, можно списать на происки пропаганды, на состояние опьянения, но вот быть свидетелем зла, фашизма, фанатизма, так называемой духовности и молчать, чем это заканчивается, можете заглянуть сегодня в телеграм-канал и увидеть. Сейчас, да, действительно, реально Газа отходит кровавой пеной, и никаких вариантов нет, там ад на земле. И никакие тиктоки, никакие видосики, никакие хроники не дают все равно реального представления о том, что происходит, и о количестве множащихся там мертвецов. Вот так народ расплачивается за неверный выбор и за трусость, которую он долго терпел дебилов и пошел за этими дебилами. Я вам могу сказать, что действительно это все
надо увидеть, это чрезвычайно важно. Вообще, там вот, действительно жуть, когда жуть полнейшая, и никто этого не скрывает, но страны и народы, которые выбирают кретинов, одержимых величием, галлюцинациями, особой миссией, должны знать, что все это заканчивается в результате именно так, как сегодня заканчивается в Газе. Вообще в кошмар Газы вглядеться надо крайне внимательно, даже если это тяжело и больно. И особенно внимательно надо вглядеться населению больших городов Российской Федерации. Именно так выглядит финал шизофренических поступков власти. Хаос, пламя, боль. Неизбежная расплата за наглость, агрессию, за массовые убийства. Вот еще там буквально 3 дня тому назад жителям Газа их мир казался абсолютно стабильным, надежным, незыблемым, таким паршивеньким, но тем не менее прочным и крепким. Но сегодня весь этот мир в одночасье превратился в кровавую бетонную пыль. Именно Хамас подставил и обрек на муки это несчастное население Газа. Подставил легкомысленно, подставил подло. Но именно это население, отметим, избрало Хамас, опьянившись когда-то его державно-духовной риторикой и его манией величия. Ад – это хитрая штука. Он всегда возвращается к тому, кто его родил, выкормил, и потом этот ад с аппетитом пожирает своего кормильца и творца. Конечно, скорость процессов в разных странах и в разных государствах различается благодаря размеру территории и массе факторов, но финал всегда един. Посмотрите на Берлин 1945 года. Российский Хамас, он не имеет никаких принципиальных отличий от Хамаса палестинского. И он совершает те же самые глупости. Я уже говорил про то, что на выборах в ПНА когда-то, это Палестинская национальная администрация, Хамас победил с тем же результатом, с которым сегодня всегда побеждает единая Россия. Это тоже чертовски важно понимать, и хотя бы для того, чтобы знать, к чему готовиться.